Ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу, какую помойку я купил за $500, как ее восстановил от самого начала и до самого конца, и как в этом мне помогал мой верный друг Валера. Ну а сейчас небольшая предыстория. Я понял, что я, скорее всего, перекуп-неудачник, потому что предыдущий автомобиль, который я вложился, сделал, не могу продать уже на протяжении полугода. Снимал видосы на ТикТок, на Ютубе этого видоса нет. На ТикТоке набрал огромный резонанс, миллионные просмотры, тот трэш, который там был. Я сделаю таким вот образом. Я просто канаву эту завариваю, вовнутрь залью обработки, а наверх положу по минимуму шпакли. И по факту эту машину уже знает каждая собака. И даже в личку, в объявлениях мне пишут: ну что, ты продал этот кусок шпаклевки? Или не поотваливалась там шпаклевка или нет? Осталось у меня в районе 1000 бакинских. Уже есть одна машинка на примете. Сегодня вам я ее покажу. Ухудшение погоды сказалось на дорожных условиях. Снизилась скорость движения, возникли заторы. 7-бальные пробки зафиксированы были даже в середине дня. На улице выехала вся снегоочистительная техника. Для расчистки дворов привлекли дополнительные ресурсы. На улице полная задница, из двора выезжают только те машины, которые обладают полным приводом. Нам, конечно же, все это не страшно, мы сейчас врубаем полный привод и погнали. Подготавливаем автомобиль под сварку. Погнали. Если вы будете подпирать автомобиль, то подпирайте в элементы подвески. Вот, к примеру, в заднюю балку, либо спереди в рычаги. Никогда не ставьте ни в пороги, ни в лонжероны, ни в днище, ни еще куда-нибудь. В подвеску это максимально надежно. Все намного хуже, чем я ожидал. В итоге я изначально не планировал разбирать салон, думал переварить пороги, арки и все на этом заканчивается. Но в итоге, видели сами, нужно будет сейчас и днище восстанавливать, поэтому разбираем салон.
А вот и ништячки, которые нам достались от предыдущего владельца, задние арочки. Конечно, гнутые они абы как, но, честно говоря, лучше, чем самому лепить какую-то лепуху. Ну и что, короче, приступаем. Первым делом срезаем пороги, а там уже смотрим по обстановке, где что варить, где ничего не варить. И самое главное, что я чуть не забыл вам сказать. Вот без этого ни в коем случае не начинаем ни резать, ни варить. У нас буквально пару дней в кооперативе один товарищ на яме варил машину. В яме лежал пенопласт. Пенопласт загорелся. Этот пенопласт лежал на гидроизоляции. Загорелась гидроизоляция. Он машину кое-как выгнал, я вам сейчас покажу фото. Машина не пострадала, но в гараже погорело все хорошо. Вот. А, и еще. Еще один. На случай того, если первый не сработает. Ну что, гнилой металл я вырезал, а ржавчину с большего сбил болгаркой, волосатым кругом. Все, оставляем, пускай кислота поработает. Я перехожу на ту сторону, буду делать там. Показывать с той стороны я вам не буду, потому что все практически то же самое. А сюда уже вернусь после того, когда кислота эта полностью поработает и подсохнет. Я вот что хотел, кстати, вам показать. Это я отрезал старый порог, и обратите внимание, он уже вареный, и он сгнил изнутри. То есть его не обработали изнутри после сварки. Конечно, переварили абы как, но не суть. Что я хотел вам донести, что порог всегда гниет изнутри. Почему? Потому что, к примеру, на улице резко упала температура, внутри порога температура остается прежней, и за счет этого выпадает на стенках конденсат. Если изнутри его не обработать, то он сгнивает за несколько лет. В итоге, что мы сделали? Мы взяли 3-миллиметровую пластину и приварили ее как ребро жесткости. А уже все остальное я буду наращивать, приваривая к этой пластине. Для меня так гораздо удобней. И в будущем этот порог можно будет донкратить не только спереди и сзади, а даже и посередине. Приварили пластину, как я уже показал, и к пластине приварил вот эту вот вертикаль. Следующим этапом я восстановил вот эти вот усиления, что спереди, что сзади. Я почти уверен, что отдельные личности уже потянулись в комментарии писать какой-то залипушный ремонт. Так вот, я тебе хочу сказать, что здесь я сделал именно так, потому что здесь лучше и не нужно.
Ну что, с порогом пока все. Следующее, что делаем, перевариваем заднюю арку. Но для того, чтобы переварить ее, обязательно нужно снять задний бампер. И я думаю, что там будет тоже не все так гладко. Ну что, я думаю, вы уже заметили, да? Здесь придется немножечко тоже подвариться. Давайте сразу примерим и посмотрим, что у нас получается. Ну вот если прикладывать здесь и вымерять угол, да, то здесь, смотрите, арка не то чтобы она... Ну такое ощущение, что эта арка вообще с другой машины. С какими сложностями я столкнулся во время монтажа этой арки. Ну, вы видели, что этот зазор, он вообще не плясал. Я разрезал эту арку на две части. Сначала варил саму арочку, после чего варил уже вот эту вот часть. Следующий момент, когда я приваривал арку, она была прямая, а дверь у нас с изгибом. То есть мне пришлось здесь разрезать арку и загнуть ее, повторить плоскость двери. И тебе один маленький, но очень важный совет. Поварил машину, полчаса погуляй в гараже. Ни в коем случае не уходи домой. Не дай бог, где-то что-то будет тлеть, и когда ты уйдешь, оно воспламенится. Я даже почти уверен, что у некоторых людей закрадываются мысли, что якобы вот он показал эту сторону, переварил ее, здесь все классно, а со второй стороны зальет все монтажной пеной, перешпаклюет и покрасит. Ну нет, специально для тебя я сейчас покажу. Итак, перед тем, как шпаклевать эту арочку, я снимаю лючок, потому что где-то я буду здесь использовать большой брусок, ну и опять же, где-то буду использовать машинку, мне будет так удобнее. И вам всегда советую сделать точно так же. Снять лючок перед тем, как шпаклевать. Болты рекомендую далеко не прятать, а вкрутить прямо на место, чтобы не потерять и чтобы краска туда не забилась.
Итак, что я сейчас сделал? Я взял 120-ю наждачку и выровнял четкую границу по лакокрасочному покрытию. Это в дальнейшем нам поможет избежать просадок по шпатлевке. Я думаю, все вы прекрасно знаете, что металл начинает гнить в месте сварного шва. Таким образом, я нанес этот преобразователь, он поработает где-то час-два, после чего я его легенько перемотую и прямо наверх могу шпатлевать. Кому интересно, что это за преобразователь, вы мне пишите в комментариях, я отвечу каждому. Скажу сразу, что он очень дорогой, очень эффективный, но его лучше покупать на разлив. Не везде он продается на разлив, но если поискать, то можно. И самый основной плюс этого преобразователя, что его не нужно гасить какими-то содами, еще там какими-то водой смывать. Просто наверх шпаклюешь, либо красишь и все. Шпаклевку тщательно перемешиваем и налаживаем тоненькими слоями. Лучше сделать 10 тоненьких, чем один толстый. Таким образом мы избавимся от лишней усадки шпатлевки. И она у вас никогда не треснет, если положена на стабильную поверхность. Когда шпаклевка подсохнет, я беру 120-ю наждачку и буквально сбиваю только заусенцы. Второй слой шпатлевки мы наносим точно такой же технологией, тонким слоем. Чем меньше мы ее нанесем, тем в дальнейшем меньше ее тереть. Если ты не в теме, как правильно шпаклевать арки, хочу тебе дать один совет. Совет или замечание. Смотри. Когда у тебя вот так вот проявился сварной шов, ни в коем случае он не должен остаться на поверхности. Он всегда должен остаться под шпатлевкой. Если же он оставится на поверхности, то шпатлевка относительно шва просядет и будет очень и очень некрасиво. Пока шпаклевка сохнет, займусь-ка я капотом. Мать твою, ну как до такого можно довести автомобиль, а? Не, честно говоря, нет никакого желания заниматься самостоятельно этим. Попрошу-ка я, наверное, лучше об этом соседа. Да, и Валера мне в этом поможет. Слышишь? Иди-ка делай капот. Одну минутку, я вам еще не дал своего согласия. Простите, это не тот пистолет, пули которого разрываются в голове на части? Да, ты угадал. Мне нравится эта работа. Когда мы начнем? Немедленно. Почему немедленно? Может, можно побыстрее? Подведем итог по зеленой шпатлевке. Я нанес 5 слоев, выровнял полностью поверхность.
Остались вот такие вот небольшие неровности, но сама плоскость уже ровная. То есть, другими словами, полностью выравниваем плоскость, делаем ее практически законченной, после чего уже наносим универсальную шпатлевку. Берем проявочную пудру. Ну что, народ, автомобиль полностью отшпатлеван, заклеиваемся и грунтуемся. Погнали! Перед полной перемотовкой автомобиля, перед покраской, я срезаю буквы для того, чтобы более качественно здесь замотовать поверхность. Но когда я срезал, остается вот такой вот двухсторонний скотч. И снять его проблематично, но есть одно решение. Продается вот такая вот резиновая насадка, которая безболезненно для лакокрасочного покрытия снимает двухсторонний скотч. Когда я грунтовал весь автомобиль, я сразу же загрунтовал эпоксидным грунтом все то, что переваривал. Со стороны салона и со стороны ямы. Сейчас задача следующая. Все пройтись шовным герметиком. Все стыки, чтобы влага в салон не попадала.
Ну что, ребят, автомобиль полностью замотован 500-й наждачкой на машинке. Если вы будете делать вручную, то вам понадобится 800-я наждачка, соответственно, с водичкой. В труднодоступных местах я использовал вот такую вот очень удобную губочку. В этом гараже пока все, перемещаемся в покраску. Итак, заклеиваемся под гравитекс. Ну что, ребят, автомобиль полностью обклеен, заняло у меня где-то это в районе 4 часов. Не стал уже снимать, я просто покажу вам несколько решений, которые, возможно, вам пригодятся. Не стал я разбирать ни ручки, ни молдинги. Наверх наклеил бумагу, с внутренней стороны дверей наклеил клеенку. Причем здесь все сделал очень грубо, так как сюда, в принципе, если даже что-то и попадет, ничего критичного здесь не будет. Морду автомобиля не разбирал вообще, обклеил радиаторную решетку пленкой, обклеил бумагу. Под капотом все выглядит следующим образом. Клеенка, здесь я ничего не заклеивал, поставил канистру, на нее опустил капот. Ну и задняя часть автомобиля, не стал снимать ни фары, ни крышку, все просто по-грубому заклеил и будем красить. А для покраски автомобиля нам потребуется одна баночка базы Toyota 199, универсальный разбавитель к этой базе. В итоге у нас получится 2 литра готовой краски. 2 баночки лака, очень бюджетные, стоит в районе 14-13 долларов за один комплект. Скорее всего, у нас даже еще и останется. Одна салфетка, убирающая пыль и опыл, антисиликон, обезжиривать автомобиль перед покраской, и 646 растворитель для того, чтобы помыть пистолет после покраски.
Ну что, автомобиль благополучно открашен. Получилось, ну, просто полное днище. Я в жизни не видел такой ужасной покраски. Начиная от того, что у меня банально закончилась база, облаками покрывалась эта база, полосила. До этого машина была покрашена с ужасными кратерами. Я все это спилил, вы видели сами. И покрасил. И такое ощущение, что эти старые кратера в себя начали напитывать краску. И в итоге они по всей машине. Крыша, капот, крышка багажника. Но за что я люблю серебристый цвет? Ты выгоняешь это на улицу, и этого ничего не видно. И в итоге что? Правильно. И так сойдет. И перед тем, как показать вам конечный результат, хотел сказать пару слов. Я понимаю, что сейчас большинство людей начнет писать, что это залипушный ремонт, траля-ля, траля, но я хотел сказать лишь следующее. Неважно на чем, и уж тем более неважно, как эта машина выглядит, важно, куда ты едешь, важно, зачем ты едешь, важно, с кем ты едешь, и важно, в каком состоянии здоровья ты едешь. Все остальное абсолютная ерунда. Всем здоровья, ребята, и успехов. Пока.